Приветствую вас, друзья! На ваших экранах очередной выпуск новостей про грядущую 17-ю альфу игры 7 Days to Die на канале Survivor. В этом выпуске вас ждут такие темы: копающие зомби, новый интеллект зомби, поведение стервятника, спящие животные, исправят ли ПВП, старое видео Роланда про моды оружия и другое. Но перед тем, как мы начнем, я должен кое-что вам сообщить. Буквально 2-3 дня назад у меня отвалился винчестер, на котором находились шаблоны, музыка, картинки и другие заготовки, которые я использовал для создания видео. Так или иначе, покупка нового винчестера неизбежна. Старый винт я отнес в сервис на экспертизу и сейчас жду результатов. Пока неизвестно, смогут ли его отремонтировать, и если ремонту он не подлежит, то есть ли возможность восстановить информацию. Сколько это может стоить, я пока не знаю, но на восстановление всего, что там было, уйдет прилично времени. Я, безусловно, справлюсь с этой ситуацией и своими силами, но если у вас есть желание и возможность, вы можете оказать мне посильную помощь. Ссылка на донат будет в описании под видео. Заранее благодарю всех, кто откликнется. Ну а теперь переходим к новостям 17-й альфы игры 7 Days to Die. Возможно, это последний выпуск перед выходом 17-й альфы, но это не точно. Fatal очередной раз написал на форуме, что несмотря на переход 17-й альфы в стадию блокировки контента и начало полировки новых функций и исправления ошибок, разработчики продолжают добавлять в игру мелкие функции, которые были запланированы для 17-й альфы. К примеру, недавно была добавлена функция копания для зомби. Со слов Fatal, функция копания работает замечательно, но еще требует некоторой доработки. К примеру, во время проверки работоспособности копающих зомби на примере подземной базы были обнаружены проблемы со спавном зомби, потому функцию копания пока пришлось временно отключить. Что же касается самих зомби и их способности к рытью, то тут была добавлена новая анимация, которая позволяет зомби приседать, то есть копать они будут уже в положении сидя. Эта функция тоже еще требует доработки, так как при тестировании были обнаружены проблемы анимации при ее работе с неполными блоками. В основном это касается блоков почвы, которые, как вы знаете, могут быть разной формы и размера в пределах 1 куба. Скрыться на подземной базе в ночь кровавой луны у нас уже не выйдет, так как сетка пути следования хоть и горизонтальна, но в то же время она покрывает всю высоту вплоть до бедрока. Что же касается бродячих орд, то тут работает такая система. Задается 2 точки на карте, и если их соединить прямой линией, то она будет проходить точно через базу игрока. Но пути следования зомби будут огибать вашу базу, и зомби не будут просто так пытаться ломиться сквозь стены и ловушки. Потому вы вполне сможете затаиться на базе, и бродячая орда просто пройдет мимо. Если, конечно, вы ничем не выдадите своего присутствия. А выдать себя в 17-й альфе, если верить разработчикам, вы сможете запахом, звуком, ну и как обычно просто видом. Очередной отчет Роланда по тестированию 17-й альфы в этот раз был посвящен исключительно интеллекту зомби и новому поведению стервятников. Так как после этого отчета на форуме появилось еще немного информации на этот счет, я решил привести повествование Роланда с пояснительными вставками из этих сообщений. Итак, Роланд запустил новый мир на весь ген, чтобы посмотреть, какие изменения появились в поведении зомби и том, как они теперь строят свой маршрут. Результат тестирования, с его слов, можно охарактеризовать всего 2 словами – это победа. А теперь подробнее. Роланд нашел в сожженном лесу полусгоревший дом, у которого не было крыши и были полуразрушены стены. Это должно было усложнить для зомби задачу построения маршрута, который позволил бы им добраться до игрока. Со слов Роланда, было очень интересно наблюдать, как зомби неустанно пытались до него добраться, постепенно подбираясь все ближе. Если игроком блокировался один путь, зомби почти моментально находили другой. Когда был построен мост из фреймов, соединивший 2 стены, и Роланд разместился точно в его центре, вопреки его ожиданиям, зомби не стали беспомощно бродить под мостом, безуспешно пытаясь дотянуться до игрока. В этот раз зомби принялись бить окружающие блоки, и как только благодаря разрушениям у них появлялась возможность подняться чуть выше, они непременно использовали эту возможность, постепенно продвигаясь вперед. И это выглядело очень круто. Роланд также провел небольшой, но показательный эксперимент. Для эксперимента Роланд пристроил к стене одного из зданий площадку размером 5 на 5 блоков, расположив ее на высоте 5 блоков над землей. Затем заспавнил диких зомби и стал смотреть, что они будут делать. И опять зомби приятно удивили своим поведением. Они не стали беспомощно бегать под пристройкой или бить стену, а направились в здание, забрались на верхний этаж, пробились на его крышу и как гром с ясного неба неожиданно обрушились на площадку Роланда прямо с крыши здания. И это было очень страшно.
Вы можете тут возразить, что зомби сильно уж умные стали и так не должно быть, и это разрушает атмосферу в игре, но, во-первых, никто точно не знает, насколько умными могут быть зомби, а во-вторых, возможно, такими умными будут только дикие зомби. Ведь логично предположить, что дикие зомби это, возможно, те, которые только недавно превратились, и благодаря тому, что после превращения прошло не очень много времени, они смогли сохранить остатки интеллекта, возможность достаточно резво бегать, и в целом они сильнее своих обычных собратьев, в которых они, скорее всего, превратились бы со временем. Сейчас в 17-й альфе в поведении зомби есть одна большая уязвимость, которой мы легко можем воспользоваться в ночь кровавой луны. Так как все зомби будут автоматически пересчитывать пути следования с периодом в 1-3 секунды, то вполне возможно заставить их бегать так, как нам нужно, и там, где мы этого хотим. К примеру, можно будет построить ту же табуретку, пристроить к ней с 4 сторон пандусы на расстоянии 2 блоков и попеременно ставить или убирать мостики из фреймов между пандусом и табуреткой с разных сторон, тем самым заставляя зомби каждый раз бежать в сторону вновь открывшейся возможности воспользоваться мостиком. Для того, чтобы закрыть эту уязвимость, можно было бы предусмотреть такую возможность, чтобы не все зомби шли по пути наименьшего сопротивления, и многие из них принимались уничтожать несущие блоки или искали другие возможности добраться до игрока. Также Роланд, между прочим, сообщает нам, что лестница с уничтоженной первой секцией уже не остановит продвижение зомби к нашей позиции. Про лестницу это уже интересно. Неужели зомби смогут запрыгивать на вторую секцию лестницы, как это сейчас делаем мы? После всех этих тестов с зомби Роланд решил проверить поведение стервятников. Для этого он вернулся на дорогу и заспавнил 25 этих пернатых убийц. Вопреки его ожиданиям, стервятники не стали сразу на него нападать. В этот раз они спокойно кружили над его головой и, казалось, совершенно не обращали на него внимания. Время от времени один или два стервятника предпринимали робкие попытки приблизиться к игроку на расстояние удара, но каждый раз оказывались повержены метким выстрелом из охотничьего ружья. Такое осторожное поведение стервятников продолжалось до тех пор, пока Роланд намеренно не пропустил пару ударов от зомби, получив при этом небольшое повреждение. И в этот момент поведение стервятников кардинально изменилось. Стервятники как один начали агрессивно пикировать на игрока, пытаясь его атаковать. Причем скорость пикирования была в 3 раза выше обычной скорости полета стервятника. Какими изменениями еще смогут похвастаться стервятники в 17-й альфе? Ну, во-первых, кроме изменения скорости пикирования, стервятники также будут постоянно отслеживать положение игрока и своевременно менять траекторию движения, а период изменения траектории составляет на секундочку от половины до четверти секунды, и это очень круто и опасно. Если же стервятник все-таки промахнется, он обязательно взлетит на изначальную высоту, чтобы позже снова попытаться атаковать. Чтобы вы понимали, сейчас в 16-й альфе достаточно сделать шаг в бок, и стервятник, начавший движение в вашу сторону, просто пролетит мимо, совершенно не реагируя на то, что цель его атаки уже давно находится в другом месте. Тут могу заключить, что стервятники становятся опасными и весьма интересными врагами, и единственный способ не привлекать их внимание – это не получать повреждений. Чем-то мне их поведение напоминает акул или пираньи, которые, как мы знаем, реагируют на кровь. Также стоит отметить, что не только зомби будут встречаться в спящем виде. В мире 17-й альфы мы вполне сможем застать спящими оленей, медведей, вепрей и даже стервятников. Возможно, будут встречаться даже спящие кролики. Что касается кур, тут мне, если честно, сложно представить их спящими. Спящие животные не все будут спать в прямом смысле этого слова. Многие будут просто сидеть на месте и оглядываться, и будут реагировать, когда услышат или увидят игрока. Ну и само собой, если мы на них нападем. В прошлом видео я на основании туманных высказываний Роланда выдвинул предположение, что персонаж при оглушении мог бы получать рэгдолл, становясь на время оглушения безвольной куклой, наподобие того, что демонстрировали в видео Джоэла с зомби сбитой машиной или пораженной выстрелом из дробовика. Я задал уточняющий вопрос на форуме, и Фатал ответил мне, что в данный момент нет возможности это реализовать. Дело в том, что в данный момент нету стабильных приемлемых вариантов смешивания рэгдолл и обычного состояния модели персонажа. Да и к тому же предметы в руках персонажа в режиме рэгдолл перемещаются весьма странно, потому этого точно нельзя будет наблюдать в 17-й альфе. Со слов Фатала можно сделать вывод, что подобная функция вполне может быть реализована позже. Теперь немного про полоску здоровья. Киньяджу рассказал Роланду, какие планы имеют разработчики на полоску здоровья у зомби. Полоска здоровья все еще находится в разработке, и изначально предназначена она исключительно для зомби-боссов. В видео Джоэла полоска здоровья показывается у всех зомби исключительно в целях тестирования и балансировки игры. А так как полоска здоровья не готова даже для боссов, то в 17-й альфе она точно будет отключена. Из этого можно сделать вывод, что в 17-й альфе мы вполне сможем столкнуться с настоящими зомби-боссами, хоть и без полоски здоровья. Но это не точно, как вы знаете. Теперь, что касается PvP.
Разработчики официально заявили, что режим PvP будет разрабатываться с нуля, так как игра изначально позиционировалась как одиночная, максимум кооперативная до 8 человек. Разработчики в курсе всех проблем с читами, дюпом, использованием багов земли для того, чтобы видеть подземные базы и проблемами подгрузки блоков воксельного мира. И эти проблемы обязательно будут исправлены до релиза игры. Оптимизация под PvP режим скорее всего будет поставляться в качестве загружаемого контента, и релиз этой модификации скорее всего произойдет уже после релиза игры, гораздо позже релиза. Сейчас режим PvP не является приоритетным, и потому если вы хотите продолжать использовать игру в этом режиме, вам придется мириться с теми недостатками, которые сейчас имеются у игры, и просто ждать. Коротко про обновление для консолей. Версия для консолей все еще находится на стадии альфа. В очередном обновлении можно будет увидеть множество контента, который был ранее добавлен на ПК, но не стоит надеяться увидеть в этом обновлении джипы, гирокоптеры, обновленные текстуры и другие новинки, появление которых на ПК было обусловлено переходом на Unity 2018. Следует помнить, что эта игра имеет трехмерный воксельный мир, а не плоский 2D мир, как в GTA, Battlefield, Ark и в любой другой игре, с которой обычно пытаются ее сравнивать. И для запуска всего, что было и будет добавлено в последних альфах, требуется гораздо больше мощностей, чем может предоставить консоль. Напоминаю, что обновление для консоли запланировано на конец этого года и скорее всего получит контент, который есть на данный момент в 16-й альфе, и то не весь. Вот как-то так. И последнее на сегодня. Roland недавно сделал доступным одно из своих старых видео, в котором показал работу модификации на примере дубины и автомата АК-47. В видео видно, как из обычной деревянной дубины с помощью специального мода можно сделать хорошо знакомую нам шипастую дубину. Также есть модификация изменения цвета предмета. Форма дубинки на иконке ни в инвентаре, ни на поясе быстрого доступа пока не меняется. На иконке отображается только изменение цвета. Но если посмотреть на дубинку в руках персонажа, то тут уже все нормально. При установке модификации увеличенного магазина и модификации цвета на автомат можно увидеть, что меняется только цвет иконки, но форма автомата также остается прежней. Напомню, что это старое видео, для которого Roland просто изменил параметры доступа, чтобы проиллюстрировать ответ на один из вопросов на форуме. С момента записи этого видео уже многое изменилось. Как минимум для модификации цвета уже должна была быть выделена отдельная ячейка. Вот такие новости 17 альфы у меня были для вас на данный момент. Вы посмотрели очередной выпуск новостей на канале Survagger. Если выпуск вам понравился, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик, и мы обязательно увидимся в следующих видео. Всем пока!